Ну вот он дальше пишет тоже. Вот все это написал, значит, а потом пишет: Не осуждая, но в меру своего понимания рассуждаю. В любом случае, высшие силы рассудят, это их дело, а не наше». Ну, то есть, ну, знаете, тоже такой контраст. Ну, в принципе, как и у меня. Обсудил, все кости перемыл, а потом, ну, я не осуждаю, я просто вот рассуждаю. Ну, это такое прикрытие себя. Но я тоже так, у меня тоже отчасти это есть. Я тоже не идеально на 100%, хотя стараюсь. Я имею в виду не впадать в какие-то осуждения, но у меня, в принципе, нет желания кого-то да я не знаю этого человека, мне на глубинном уровне мне безразличны в каком-то смысле эти люди, потому что я их не знаю. То есть это просто какой-то канал на Ютубе или это какое-то вот письмо передо мной. Я же человека личность не знаю, какая за этим. По письму или по каналу даже судить человека полностью невозможно, если честно. Высшие силы рассудят. Это их дело, а не наше. Ну, конечно. И высшие силы, и сам человек, он волен выбирать. Наше даже, не наше дело даже, честно говоря, осуждать человека или говорить, что ему делать или не делать. Ну, а я и не диктую никому, что делать или не делать. Я просто выразила, что я об этом думаю. Свои мысли вслух. Все. Кто-то может прислушиваться, не прислушиваться, или вообще не смотреть это, или вообще наплевать на то, что я говорю. И для меня это нормально. Я не считаю свои слова истиной в последней инстанции и давай доносить правду это самое к этому человеку. Долбиться там, сейчас писать начну ей на канале, вот ты там не права, это то. Нет, я высказала свои мысли вслух. В принципе, даже есть такой момент, что думаю, может вообще если вот видео наснимала, а думаю, а может быть их и не выпускать. Просто взять и удалить. Я тоже могу это сделать. Кстати, свободно могу сделать. Но иногда мне даже жалко времени и вот этих вот эмоциональных усилий, каких-то вот я высказываюсь, ведь тоже какая-то энергия затрачивается, прямо вот это вот. И на анализ, и на выражение всего этого, и чувств, и отношений, и рассуждений, и потом просто взять так раз, delete. Хотя тоже можно. Иногда можно и так. Ну вот как-то так. Никого не хотела обидеть тоже. Вот. Всего лишь, опять же, я человек всего лишь, не истина в последней инстанции, не Всевышний Бог. Я просто высказала свое субъективное, то есть не истину, мнение со стороны, и все. Об этих вещах. Просто на подумать и все. Вот так можно или так можно. Как каждый. И каждый свое выберет, кстати. Может быть, кто-то не согласится абсолютно со мной. Ну и ладно. Возможно. А может быть, я даже в чем-то ошибаюсь. И буду даже рада, если вы мне напишете. Но только такое критическое. Критику, конструктивную критику. То есть с аргументами, фактами. Вот это неправильно, потому что то-то, то-то, то-то. А это правильно, потому что то-то, то-то. Такие люди на вес золота, которые такое пишут. Это наши лучшие учителя. Это самые лучшие. Потому что они подумали, они разобрали, они увидели какое-то что-то, и они это конкретно логически изложили вам. А вы подумали и подумали, ага, ого, точно, а здесь я, наверное, немножечко, потому что не права, потому что перегибаю, и то-то. Это лучшие люди в нашей жизни. Те, кто критикует нас. Но, опять же, конструктивно. То есть посыл с тем, чтобы добра, то есть чтобы нам лучше было, чтобы мы пересмотрели свои какие-то ложные искажения, свои ложные программки. И, то есть посыл позитивный и плюс критика, она с аргументами, фактами, логикой. Вам показали, что вот здесь неправильно, потому что так-то, 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 а не просто типа, ну я не буду говорить, типа, ты дура. Ну это вообще, да? Ну то есть вы поняли, о чем я. Ну все. Немножко юмора. Всем желаю хорошего настроения в наше нелегкое время, в нашей трудной матрице. Вот. Ну, тоже с юмором, да?
А на этом я буду заканчивать. Думаю, эту тему, по крайней мере, с упоминанием данного канала, теперь уже совсем. Надеюсь на то. Все. Всем хорошего дня. Пока-пока.